Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить блинчики. Блинчики необычные. В планах не было у меня выкладывать это видео, а потом решила, почему бы нет. Может, кому-то пригодится. Пусть оно будет здесь. Тут у меня килограмм рисовой муки. Мука не из простого риса, мука из клейкого риса. 1 килограмм. Не знаю, сколько воды уйдет, но я набрала тут 900 грамм воды. Комнатная температура. Отправляю сюда 2/3 столовой ложки соли. Размешиваем все. Все, нам больше ничего не нужно будет. И масло для жарки. Воду надо лить в муку рисовую аккуратно. Она отличается немножко от пшеничной муки. Кажется, как будто бы вот тугое. Нужно налить воды, а бывает так, ты перелил грамм 20-30, все, уже тесто получается жидким. Но я сейчас сразу налью около пол-литра, а там уже буду регулировать. Так, это я 300 грамм налила. Замешиваю сначала ложечкой, еще наливаю. Ну вот, налила я пол-литра. Слишком тугое тесто не пойдет, тоже блинчики будут рваться. Если слишком жидкое делать, блинчики будут плыть. Наливаем еще. Итого 700 грамм ушло. Блинчиков получится немало, но у нас в семье все любят эти блинчики. Все, мы ложку убираем, будем вымешивать руками. Вижу, что воды мало. Боюсь переборщить. Ложками буду наливать. Блинчики с рисовой муки можно приготовить разными способами. Можно как блины приготовить, как обычные блины пшеничной муки. А можно приготовить как оладьи. Тесто должно быть как на оладьи. И готовить тогда небольшими оладушками. А я вот буду сегодня готовить старинным способом. Скорее всего, это даже не блинчики будут, а лепешечки рисовые. Пока тесто мешу, надо нагреть сковородку. Тесто получилось вот такой консистенции. Этого будет, наверное, достаточно. Пробую из этой муки готовить. Первый раз я заказала. И мне привезли из Ташкента эту муку. Посмотрим, как она себя сейчас поведет. Частенько раньше делала в интернет-магазинах, выписывала с китайской муки. С китайской муки тоже получается вкусненько, пока они горячие. А потом, если застынут, да, особенно на следующий день, уже не так вкусненько. Сковородка нагрелась. Убавляю огонь до среднего. И чуть-чуть маслица сюда отправляю. Не надо масла много лить, потому что блинчики наши будут очень жирным. Отрываю кусочек теста, такой колобочек. В руках слегка разомну, вот так вот лепешечку сделаю, чтобы у меня в сковородке было меньше работы. И отправляю в сковородочку. И уже в сковородке я его расплющиваю. Расплющиваю сколько могу руками, а потом буду ложкой делать это. Толщину какую хотите делаете. Если вы расплющите немного, толстенькими сделать, придется просто дольше жарить. И теперь ложку смачиваю в водичке и расплющиваю ложкой. Обычно у нас обязательно такие блинчики готовят на родительский день, на поминки. Воды у нас ушло 800 грамм. Вот осталось здесь 100 грамм водички. На килограмм муки у меня ушло 800 грамм водички. Чуть-чуть маслица. Добавляю. Из такой муки готовят еще у нас ударный хлеб. Сейчас одна сторона нагреется до румяности, а потом перевернем на другую сторону.
Я хочу перевернуть ее, посмотреть, что там. Смажу эту сторону тоже маслицем. Переворачиваю. Вот такая вот золотистая получилась. Немножко корочка. Следите. Если масло считаете что мало, слегка кисточкой по краю проведите. Рисовая мука берет масла очень мало. Если будете в сковородку много масла добавлять, блинчики будут жирные. Получаются красивенькие. Все, лепешечка наша готова. Смотрите, какая красивенькая получилась. Смазываю сковородочку маслицем. Тесто слегка разминаю. Если вам неудобно большими лепешечками печь, вы можете сделать колобочки поменьше и печь, жарить их по диаметру меньше. Муку привезли мне не самую качественную. Можете обратную сторону тоже вот так разминать, и она будет еще расплюшиваться. Пока жарится, я колобочек еще один приготовлю. Так, эта лепешечка тоже готова. Посмотрите, что мы сегодня с вами настряпали. Это необычные блины. Как хотите называть. Хотите блинами их называйте, хотите лепешками называйте, как бы это ни называлось. Это очень и очень вкусненько. Ну, скорее всего, на лепешке потолщнее, это как лепешки, наверное. Вот так, последний у меня получился маленький. Готовится очень просто, готовится быстро, получается очень вкусненько. Любители азиатской кухни, ловите рецепт. На килограмм муки у меня ушло не 800 грамм воды, пришлось мне, видите, края как растрескивались. Все-таки немножко я грешила на мука, что плохая. Все-таки тесто немножко толстовато. Я добавила еще 50-60 грамм воды, добавила тесто, заново перемесила, и получилось уже вот такие вот хорошенькие лепешечки получились. Тесто уже перестало растрескиваться. Рекомендую попробовать. Рисовую муку простую купить можно в любом магазине, но мы не используем простую рисовую муку. Мы используем рисовую муку из клейкого риса. Такая мука продается во всех интернет-магазинах, в больших супермаркетах. Попробуйте, рискните один раз приготовить. Я думаю, многим понравится, особенно тем, кто любит азиатскую кухню. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Творите, чудите на своей кухне, экспериментируйте, готовьте с удовольствием, кушайте тоже с удовольствием, вкусненько. Нам сегодня будет очень вкусненько. Я хочу, чтобы и вам было вкусненько. Всем приятного аппетита. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.